Всем привет! В эфире Панцер-Апостол. А вы знали, что наши солдаты считали Шермана лучшим танком Ленд-Лиза? История американского среднего танка М4 Шерман чем-то во многом схожа с историей нашего танка Т-34. Он также был создан по образцу ранее выпущенного танка, также многократно модернизировался, получив и более толстую броню, и более мощное оружие. Так же, как и 34-ка, Шерманы отличались надежностью и хорошими ходовыми качествами. М4 пришлось повоевать в составе многих армий мира. В рамках Ленд-Лиза он поступал в Красную армию. На нем наши танкисты дошли до Берлина. После же войны Шерманы еще долго стояли на вооружении стран третьего мира и принимали участие во многих послевоенных конфликтах. Так уж получилось, что до начала Второй мировой войны США не имели опыта строительства бронетанковой техники. Выпущено было чуть больше сотни легких танков, которые устарели уже к моменту их принятия на вооружение. Созданный в 1940 году средний танк М3 генерал Ли, названный в честь главнокомандующего армии конфедератов во время гражданской войны в США, обладал неплохим орудием, но тоже был далек от совершенства. Его орудие было установлено на спансоне, отчего сектор обстрела был ограничен, а 37 миллиметровая пушка в башне считалась довольно слабой для среднего танка. Да и остальные характеристики этой машины не отвечали требованиям, которые стали предъявлять к бронетанковой технике того времени. Опыт начального периода Второй мировой войны во многом подтолкнул американских конструкторов бронетехники к разработке концепции среднего танка с одной пушкой в башне и с надежной броней. Требования к новому танку, предназначенному для замены М3 Ли, были озвучены 31 августа 1940 года. Предполагалось, что новый танк станет использовать уже освоенные промышленностью узлы М3, но его основное орудие будет расположено в башне. Тем не менее, реальная работа над боевой машиной началась только 1 февраля 1941 года. Прототип, получивший название Т-6, был готов к осени 1941 года. Он сохранил многие черты своего предшественника М3, унаследовав от него нижнюю часть корпуса, конструкцию ходовой части, двигатель, а также 75 миллиметровую пушку М2. В отличие от М3, Т-6 имел литой корпус и классическую компоновку основного вооружения в литой башне, что избавило его от большинства недостатков, свойственных М3. Танк получил обозначение М4. И в феврале 1942 года началось его серийное производство. Первые танки относились к варианту М4А1 с литым корпусом и были изготовлены по контракту с британской армией. Там М4 получил наименование генерал Шерман в честь генерала армии северян, отличившегося во время гражданской войны в США. М4 был сразу же поставлен на конвейер. Он производился в США одновременно на нескольких заводах и поэтому стал самым массовым танком американского производства и вторым после нашей 34-ки. Шерман оказался проще, технологичнее и дешевле в производстве, чем М3. Стоимость различных вариантов М4 колебалась в районе 45-50 тысяч долларов в ценах 1945 года и была примерно на 10% ниже стоимости М3. Самым дорогим из семейства М4 стал М4А3Е2 Sherman Jumbo. Он стоил 56 тысяч долларов. Появление нового танка на поле боя в Северной Африке было сразу отмечено немецкими танкистами. 45 миллиметровое орудие Шермана позволяло танку на равных противостоять Панцер-3 и Панцер-4. Бронепробиваемость орудия М3 была ниже, чем у немецкого танкового орудия КВК-40 с длиной ствола в 48 калибров. Но в Северной Африке Шерман впервые столкнулся с новым грозным противником – тяжелым немецким танком «Тигр», который по вооружению и броне превосходил М4 и мог быть уничтожен только совместной атакой нескольких Шерманов с близкого расстояния и сзади. Тем временем американские конструкторы трудились над совершенствованием М4. Появились модификации М4А1, М4А2, М4А3 с большей башней Т-23, оснащенной пушкой М1 с улучшенными противотанковыми свойствами. Шерманы были отправлены в Нормандию в июле 1944 года. М4А1 стал первым Шерманом с новой пушкой, примененным в реальном бою. Вслед за ним в бою опробовали М4А3. Одним из самых важных улучшений стала новая подвеска. Пружинные подвески, взятые от танка М3, не выдерживали вес изрядно потяжелевшего Шермана. Для устранения этого недостатка была разработана новая подвеска HVSS – Horizontal Volute Spring Suspension. В ней буферные пружины были перемещены из вертикального положения в горизонтальное. Новая модель получила обозначение Е8. Именно поэтому танки с HVSS имели прозвище Easy 8. На танке было установлено 76 миллиметровое орудие, начальная скорость бронебойного снаряда которой составляла более 700 метров в секунду.
Снаряд пробивал 100 мм брони на дистанции в 900 метров. Производство М4А3Е8 началось в марте 1944 года и продолжалось до апреля 1945. Несмотря на то, что танк все еще не мог на равных тягаться с «Тигром» или «Пантерой», его надежность и мощное вооружение обеспечили ему долгую жизнь. Танк М4 имел классическую компоновку с размещением моторного отделения сзади, а трансмиссионного спереди. Между ними располагалось боевое отделение. Корпус большинства модификаций М4 имел сварную конструкцию. В процессе производства существовало множество вариантов корпуса танка. Нижняя часть корпуса была такой же, как и у танка М3, за исключением того, что для изготовления использовалась сварка, а не клепка. Борта корпуса состояли из вертикально установленных броневых листов толщиной 38 мм. Такое же бронирование имела и задняя часть. В днище корпуса за местом стрелка-радиста был расположен люк, предназначенный для эвакуации экипажа на поле боя. Башня танка литая, цилиндрической формы с небольшой кормовой нишей. Толщина брони лба башни 76 мм, борта и кормы 51 мм. В крыше башни находился командирский люк, также являющийся входным для наводчика и заряжающего. Боезапас орудия размещался в горизонтальных боеукладках, расположенных по бортам корпуса. С середины 1944 года танк получил новую конструкцию боеукладок, которые были перенесены на пол боевого отделения, а промежутки между гнездами снарядов заливалась вода. Такие машины получили индекс W и внешне отличались от более ранних вариантов отсутствием дополнительных бортовых бронеплит. «Мокрая» в кавычках боеукладка имела меньшую пожароопасность при поражении бортов танка снарядами. Изначально М4 планировали оснастить новым 76 мм орудием М3, но пушка к началу массового производства танка еще не была готова, поэтому пришлось поставить орудие от М3 Ли. В ходе войны с появлением германских бронетанковых частях средних танков Панцер-4 с длинноствольными 75 мм пушками и толстокожих «Пантер» и «Тигров» возникла проблема недостаточной бронепробиваемости американских 75 мм орудий М3. Чтобы ее решить, на Шерман установили 76 мм длинноствольную пушку М1. Серийный выпуск таких танков начался с января 1944 года. Все танки Шерман с 76 мм пушками получили в обозначении индекс 76. Пушка М1 имела длину ствола 55 калибров, полуавтоматический скользящий затвор, унитарное заряжание. В английской армии имелся вариант перевооружения М4 английскими противотанковыми 17-фунтовыми орудиями МК-4. Такие танки носили название Sherman Firefly, то бишь светлячок. Части М4 разных типов получили в качестве основного вооружения американскую 105 мм гаубицу. Эти танки предназначались для непосредственной поддержки пехоты. Экипаж М4 состоял из 5 человек. В корпусе танка по обоим сторонам на трансмиссии располагались механик-водитель слева и стрелок-радист. Оба имели люки в верхней части лобовой детали. В боевом отделении в башне размещался командир танка, наводчик и заряжающий. Место командира находилось в задней и правой части башни. Перед ним располагался наводчик, а в левой половине башни заряжающий. СССР стал вторым по объему после Англии получателем М4. В Советский Союз по ленд-лизу было направлено более 4000 Шерманов. До места назначения прибыло около 3900 танков. 164 были потеряны при проводках конвоев в северные порты СССР. Нас Шерманы-танкисты называли ЭМЧА, сокращенно от М4. По своим основным боевым характеристикам танки с 75 мм пушкой примерно соответствовали Т-34-76, а с 76 мм Т-34-85. ЭМЧА заслужили у наших танкистов хорошую репутацию. Они выгодно отличались от своего предшественника среднего танка М3. Советский Союз в основном поставляли дизельные модификации М4А2. Дело в том, что американские карбюраторные двигатели не слишком хорошо переваривали наш отечественный бензин. ЭМЧА воевала повсюду, от севера до Кавказа. Но так как пик поставок пришелся на 1944 год, то основное применение М4 пришлось на сражение второй половины войны. Наиболее массово Шерманы использовались во время операции «Багратион». Сомненным плюсом Шерманов были хорошие прицелы и мощная радиостанция. Орудие американца имело стабилизацию, что повышало точность стрельбы во время движения. Еще одним важным преимуществом М4 была его надежность, обусловленная высоким качеством заводской сборки. Стоит отметить, что американцы имели в СССР специальных представителей, которые наблюдали за эксплуатацией своих танков непосредственно в войсках. Помимо функций технических консультантов, они также отвечали за сбор отзывов и рекламаций, отправляя их на фирмы-производители. Замеченные недоработки достаточно оперативно устранялись в следующих сериях. Кроме самих танков, американцы также поставляли ремонтные комплекты, так что в целом проблем с ремонтом и восстановлением не было. Тем не менее, довольно большое количество поврежденных в боях Шерманов было разобрано на запчасти. В СССР танки, полученные по ленд-лизу, старались объединять в отдельные части для упрощения подготовки экипажей и снабжения. Большое количество поступивших в СССР Шерманов позволило создать и целые корпуса.
например, первый гвардейский мехкорпус, вооруженный только этим типом танков. Полученные летом 1945 года М4А276W HVSS были отправлены на Дальний Восток, где они успели принять участие в войне против Японии.